Всем привет! Шифу — игра, которая не прощает ошибок. Здесь нет гринда, нет помощи друзей, нет прокачки как таковой. Есть только ты и твоя реакция. Мой путь к этой платине занял почти 2 года и потребовал всего лишь 21 час чистого времени. Но между первым запуском и финальным трофеем прошла целая жизнь. Бан аккаунта, уход в другие игры и случайная тренировка в игре от From Software. 赤炉よ。迷えば破れるぞ。 Сегодня расскажу, через что я прошел, чтобы получить этот трофей, почему перерывы делают вас сильнее, и посчитаем рейтинг престижности Шифу по нашей формуле. Устраивайтесь поудобнее. Но сначала, друзья, недавно на канал подписалось 100 человек. Никогда бы не подумал, что я найду кого-то, кто любит игры так же, как и я, а уж тем более 100 таких же отбитых. Спасибо вам огромное. Это дает мотивацию делать для вас контент, стараться и совершенствоваться. Спасибо, что вы есть. А чтобы не потеряться, предлагаю объединиться в телеграм-канале. Подписывайтесь, что еще сказать. Не знаю, конечно, что там выкладывать, но я думаю, в процессе разберемся. Еще раз вам спасибо и низкий поклон. Погнали к видео. Март 2024. Раздача в PlayStation Plus. Я уже слышал об игре и захожу с мыслью, ну сейчас раскидаю всех одной левой. Но клуб быстро ставит меня на место. Скилл попросту вышел из чата, точнее не так, его и не было. В то же время хайп поймал Helldivers 2. Я с легкой совестью бежал защищать демократию на ПК. Вернулся уже в апреле, прошел чуть дальше и почти завершил игру. Но Янь показал, что я все еще не готов. Неделя попыток просто впустую. А потом бан аккаунта, про который я, кстати, вот здесь рассказывал. Соответственно, потеря подписки и Шифу исчезла. Июль 2025. Я покупаю игру на распродаже, чтобы закрыть гештальт. И тут пошел прогресс. Во-первых, я нашел ключевой навык — увеличение структуры при парировании. С ним Янь перестал быть бессмертным, и я наконец-то допрошел сюжет. Но мне кажется, что и другие игры с парированием повлияли на этот результат. Та же Цусима, Space Marine 2. Блин, а во что я вообще еще играл? Где есть парирование? По-моему, ни во что. Hollow Knight нет, Робокоп нет, Split Fiction нет, Diablo нет. Какие вообще еще игры есть? И казалось бы, победа? Это мы только начали. Да как бы не так. Для платина нужно пройти игру дважды, но главное — быть младше 25 лет. Я думаю, что смог бы одолеть Яни без проблем. Господи, что я несу? Тут нужен мем. Конь Юлий. Ой, дурак! Но Куроки и Дзиньфень раз за разом съедали мои жизни, чего не скажешь про Фахара и Шона. Возраст улетал за 25. Для Яня не оставалось дополнительных лет, как и шанса на ошибку. Я снова уперся в потолок, платина не давалась. Я взял паузу, и в ноябре я ушел в Секиро. И знаете, это сработало как тренировка в как это выговорить? Гиперболической камере времени. Я это написал. И знаете, это сработало как тренировка в гиперболической камере времени. Секиро перепрошил мой мозг. Я научился не спамить кнопки. Но хотя, кого я обманываю, на самом деле я и продолжаю так делать. Но главное, я научился чувствовать ритм и тайминги. В середине января я вновь вернулся к Шифу. И это было избиение младенцев. Куроки отлетела со второй попытки. Зинфень также. Я не потерял ни одного года жизни. А поскольку я пришел к Яню в 20-летнем возрасте, даже случайные ошибки уже не могли помешать мне забрать этот трофей. Ну давай, иди сюда. Все, добить. Стоп, зачем добить? Зачем? Мне пощадить надо было. Ёб твою ж дивизию.
Блять. После получения платины и прохождения игры на пощаду всех боссов, я прям почувствовал себя увереннее, я знал, что я смогу. И я запустил сложность мастера и чуть не отлетел на первом же боссе. Ну, этого хватило мне, чтобы просто закрыть игру и дальше наслаждаться полученной платиной. Каков итог? 21 час на счетчике, платина на аккаунте. Если она есть и у вас, напишите, сколько это заняло по времени и какие эмоции вы получили. Будет интересно почитать. Но цифры времени ничего не говорят о качестве. Я безумно благодарен этой игре за эмоции, но давайте быстренько включим математику. Загоняем шифу в нашу формулу престижа. Мнение 10 из 10. И максимальный балл здесь не эмоциональная оценка. Дело в том, что у Шифу попросту нет конкурентов. Это единственный представитель жанра, где драки выглядят как в лучшем гонконгском боевике. А каждая ошибка буквально стоит вам жизни. Герой стареет у вас на глазах. Вы не найдете ничего подобного ни в одной другой игре. Это штучный товар. И поэтому твердая десятка за уникальность и стиль. И это я даже про музыку не начал говорить. Здесь она достойна отдельного абзаца, про которое я ничего не смогу сказать, потому что в музыке-то я особо не разбираюсь. Я просто кайфую, насколько это было ритмично, органично и эстетично. Рифмоплет. Сложность 8 из 10. И это объективно. Не завышаю до 9 или 10, потому что здесь нет нечестного рандома и сломанных механик. Хотя сложность мастера как будто бы даже 11 из 10, но в комментах по-любому найдутся люди, которые прошли шифу на мастера с закрытыми глазами одним пальцем. Сложность здесь честная, но суровая. Игра требует прямых рук и холодной головы. Пока не выучишь урок, 2 в дневник и родителей в школу. Духота 2 из 10. И вот тут игра сияет. 2 — это объективная оценка. Трофи-лист идеален, никакого гринда ради гринда, никаких «собери 1000 перьев». Все собирается само, пока вы оттачиваете мастерство. Есть некоторые моменты в детективных схемах, где нужно будет вернуться на другую локацию, чтобы открыть закрытое. Но, как я и сказал, все собирается само, пока вы оттачиваете мастерство. Игра уважает ваше время. А теперь магия чисел. Да, кстати, я немножечко обновил формулу, тогда пересчитаем старые игры и новые значения выложу в наш телеграм-канал как первый пост. Повод подписаться. Так как на платину ушел 21 час, это золотая середина для синглплеера, поэтому коэффициент времени берем стандартный, единица. Посчитаем комфорт. Базовые 5,5 плюс отсутствие духоты в сумме будет прекрасные 9 баллов. Редкий случай, когда структура платины практически безупречна. Складываем 10 за мнение, 8 за сложность и 9 за комфорт. Получаем 27. Делим на 3, безупречные 9 баллов. Это буквально уровень идеала. Это не просто иконка в профиле, это знак качества. Это доказательство того, что вы прошли через боль, не сдались и стали лучше. Шифу — бриллиант в коллекции любого охотника за трофеями. Если платина у вас есть, это повод для гордости. А если нет, не понимаю, почему вы еще не прошли этот шедевр. Если ролик понравился, ставь лайк, а если считаешь, что тайтл переоценен, жду в комментах, поболтаем. Подписывайся на канал и всем пока-пока.